Сегодня у нас довольно специфическая, но очень интересная тема — османские вакфы. Мы будем разбирать архивные источники. Тема действительно глубокая. Вакфы или исламские благотворительные фонды — это ключ к пониманию многих аспектов Османской империи. У нас есть выдержки из каталога Османского архива, которые представляют собой краткие описания архивных дел. Это сотни записей за несколько веков с датами по хиджре, что дает нам уникальную возможность заглянуть, так сказать, под капот османского общества и понять, как эта система работала на практике. Наша задача разобраться, что эти краткие записи могут нам рассказать о масштабах вакфов, их целях и управлении. Давайте начнем с основ. Что такое вакф, говоря простым языком? Если упрощенно, вакф — это имущество. Земля, здания, деньги, книги, что угодно. Основатель, или вакиф, передавал это имущество навсегда на определенные цели, чаще всего религиозные или благотворительные, ради Всевышнего Аллаха. Это имущество нельзя было забрать обратно. Оно выводилось из оборота и становилось собственностью Всевышнего Аллаха. Доход от него должен был использоваться строго по назначению, которое основатель прописывал в специальном документе вакфии. Вакфы были скелетом всей социальной инфраструктуры Османской империи. Подумайте только, мечети, школы-медрессы, бесплатные столовые имареты, больницы, караван-сараи для путников, мосты, фонтаны — очень много из этого финансировалось именно через вакфы. Это была не просто система отдельных пожертвований, а колоссальная система. Архивные записи, которые у нас есть, это лишь верхушка айсберга, но даже они показывают невероятный размах этой практики. Самые ранние примеры в наших источниках датируются серединой XIV века. Например, дело H05-2-770, датированное 770 годом хиджри, примерно 1368-1369 годами, касается земель и недвижимости для обители Зави некоего шейха Нусрата в Такате. В документе указано, что это заверенная копия арабской вакфии, что свидетельствует о наличии формальной процедуры уже в то время. Заверение кадия, шариатского судьи, было обязательным и придавало документу юридическую силу. Вакфия была не просто парой строк, а подробнейшим юридическим документом, в котором прописывалось все до мелочей, какое конкретное имущество передается, на какие цели, кто будет им управлять, мютивелли, кто будет надзирать за управляющим, назыр, и как будут распределяться доходы. Документ XIV века мог определять использование ресурсов и жизнь людей столетия позже. Еще один пример вакф — Баязида Паши в Амасе начала XV века, 1412-1413 годы, созданный для содержания имарета, общественной столовой. Имареты были очень распространенной целью для вакфов знати. Это были бесплатные столовые для бедных, студентов и путников, что было очень важно. Любопытная деталь — начало документа утеряно, но имя основателя удалось установить. Это говорит о том, насколько обыденной практикой вакфы были уже тогда для элиты. Кто же основывал вакфы? Конечно, султаны и члены их семей, такие как Хафса Хатун, жена Селима I, и Михримах Султан, дочь Сулеймана Великолепного. Вакфы матерей султанов, валиды султанов, также упоминаются очень часто. Они обладали огромными ресурсами, и это ожидаемо. Но что действительно поражает, так это широта круга основателей. Это не было привилегией только султанской семьи. Идея вакфа проникла во все слои османского общества. Масса вакфов была создана высокопоставленными чиновниками и военными, пашами, беями, агами. Имена Кюпрюлю Мехмеда Паши и Окюза Мехмеда Паши постоянно мелькают в документах. Но вакфы основывали не только мужчины-чиновники. В документах упоминаются и женщины, причем не только из султанской семьи, например, Ашура бинти Ахмед Хадья, XIII век, и Абиде Ханым, XVIII век. Женщины из разных слоев знати и не только имели право и имущество для создания своих вакфов. Более того, существуют упоминания вакфов, основанных не мусульманами, зимми, такими как христианка Насранье Хадын, есть дело о домах армян, посвященных церкви, и о спорах евреев-мясников о вакфной собственности. Это очень важный момент. Система вакфов была доступна и для христиан, и для иудеев, хотя и со своими особенностями.
Есть даже поздний пример начала XX века — вакф христианина Джани Эфенди для халдейской общины в Багдаде. Таким образом, и женщины вне двора, и торговцы, и немусульмане могли создавать эти фонды, что сильно меняет наше представление о социальной структуре империи. Это говорит об определенной правовой и социальной интеграции в рамках исламского права. Для этих людей вакф был способом позаботиться о своей общине, оставить память и проявить благочестие в реконвируемой государством форме. На что же шли деньги? Цели были самыми разнообразными. Очевидно, большая часть шла на религиозные нужды — строительство и содержание мечетей, оплату имамов, муэзинов, чтецов Корана. Также поддерживались различные обители. Но не только религия в узком смысле. Огромные средства направлялись на образование, финансирование медресе, высших школ, мектебов, начальных школ, либротек, оплат учителей. Это была основа всей системы образования в империи. Конечно, важна была и социальная сфера. Имареты, помощь бедным, поддержка больниц, Даруш-Шифа. Это была, по сути, система социальной защиты того времени, основанная на частной инициативе, но выполнявшая государственные функции. Не стоит забывать и об инфраструктуре. Бани, хамамы, караван-сараи, мосты, фонтаны, системы водоснабжения. То, что сегодня делают муниципалитеты, тогда часто обеспечивалось вакфами. Существовали и очень специфические цели — финансирование паломничества в Мекку, содержание гробниц, поддержка священных городов Мекки и Меддины. Встречаются даже вакфы на содержание кораблей для перевозки зерна и на содержание маяка. Этот невероятный спектр целей поражает. Вакф был универсальным инструментом, позволявшим направить состояние на решение практически любой общественной задачи. Частные инициативы трансформировались в общественное благо, рассчитанное на сека. Возникает вопрос, как управляли этим огромным количеством фондов, имущества и денег, которые должны были работать столетиями? Это очень сложная тема. Система управления была разветвленной. Ключевой фигурой был Мютивелли, управляющий, который отвечал за повседневные дела, сбор доходов, их трату согласно вакфе, ремонт и так далее. Часто основатель прописывал, что должность Мютивелли передается по наследству его потомкам. Принцип эвладиет. С одной стороны, это давало семье контроль над фондом, с другой порождало бесконечные споры между родственниками. Для контроля над Мютивелли существовала должность назыра, надзирателя, который проверял отчетность. На эту должность часто назначали влиятельных людей. Существовал целый аппарат управления, песцы-катибы, сборщики доходов, джаби. Управление требовало постоянной отчетности, поэтому архивы завалены бухгалтерскими книгами, мухасеби-дефтели. Проводились проверки и ревизии, особенно если поступали жалобы. Большая ревизия вакфов в Египте в конце XVI века вскрыла массу проблем: продажу имущества под видом ветхого, хищение доходов, запустение мечетей и школ. Система была живой, но уязвимой для злоупотреблений. Споры были одной из самых частых категорий дел. О границах земель, о праве на должностя, о праве потомков на управление. Постоянно поступали жалобы на действия Мютивелли и на вмешательство местных чиновников. Это была очень живая и конфликтная среда. Типичными проблемами были недостаток средств из-за инфляции и порчи имущества, ветхость зданий и, конечно, злоупотребление управляющих. Существовала и специальная процедура истибдал — обмен, которая позволяла обменять ветхое или невыгодное имущество на более полезное, что было механизмом адаптации к меняющимся условиям. География вакфов охватывала всю империю — Анатолию, Балканы, Ближний Восток, Северную Африку, острова Эгейского и Средиземного морей. Это подчеркивает фундаментальную роль вакфов во всех уголках империи. Центральная власть в Стамбуле пыталась управлять этой децентрализованной системой через ведение реестров, отправление ревизоров и издание султанских указов. Что же показывают нам эти сухие архивные описания? Они рисуют поразительно живую картину. За краткими заметками целые истории. Мы видим не просто акты благочестия самых разных людей, но и повседневную, сложную рутину управления этими фондами. Вакф был нечто большим, чем просто благотворительность. Это был ключевой элемент османской экономики, социальной структуры, образования и здравоохранения. Управление этой системой требовало сложной бюрократии и постоянного решения конфликтов. Хотя мы лишь слегка прикоснулись к этому огромному пласту истории, это лишь верхушка айсберга. Но тысячи дел хранятся в архивах и ждут своих исследователей.
Эти документы показывают нам систему вакфов глазами администрации. Но как она выглядела со стороны тех, для кого создавалась, бедняков, студентов, больных, путников, как менялось значение вакфов со временем, особенно в XIX веке, когда государство попыталось централизовать управление ими. Это важные вопросы для дальнейших исследований.